Всех приветствую. Давно я не записывал видео, много чего произошло не только в криптоиндустрии, но и вообще в мире. Не буду останавливаться на том, где я сейчас, что я делаю, что происходило. Я думаю, это не так важно. Просто решил записать небольшой апдейт, что происходит сейчас на крипторынке, как изменилась статистика крипторынка и что можно ждать в ближайшее время. Как мы видим, третий месяц подряд минусовые значения показывает биткоин. В октябре на данный момент минус 1,1%. Все это сопровождается ожидаемо страхом. И не просто страхом, а экстремальным страхом. Сегодня цифра 23, как в принципе и в последний месяц. Болтаемся все на тех же значениях. Вот так это выглядит на графике цены. Давно мы не видели здесь зеленого цвета. В последний раз это было аж в 2021 году, почти год назад. Да и вообще весь крипторынок, судя по объему проторгованному за 24 часа, не особо интересует трейдеров. Всего лишь одна монета XRP имеет суточный объем более миллиарда. Ну и, естественно, не касается это биткоина, стейблкоинов и эфириума. Особого интереса к торговле нет. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами. Что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Пробежимся по статистическим показателям. Резерв биткоина на всех биржах продолжает снижаться. Монеты со всех бирж выводят на свои кошельки. Касательно хэшрейта, хоть цена и находится в боковике с небольшим снижением, хэшрейт в это же время устанавливает исторические максимумы. Это хороший показатель, как мы знаем на истории. Во время провалов хэшрейт также проваливается, но и затем хэшрейт выравнивается и цена также идет наверх. Сейчас мы обновляем исторические максимумы, и это дает надежду, что в скором будущем, а может и не в скором, но вообще в перспективе биткоин покажет свои ценовые значения намного выше. Если же говорить, что делали майнеры, то они особо за последний месяц, пока меня не было, активность не проявляли. Их резервы потихонечку снижались, увеличивались. В общем, просто вытягивали они с крипторынка, со своих каких-то намайненных доходов себе, можно сказать, на еду, на жилье. Но особого сброса монет не было. Посмотрим ликвидации. Даже на таком, казалось бы, флете есть небольшая особенность. Лонговые ликвидации все ниже и ниже, как мы видим. А вот шортовые ликвидации, казалось бы, во время флета, а все равно небольшой заброс наверх. И даже видим превышение шортовых ликвидаций. То есть это нам говорит о том, что локально шортистов брить выгоднее. Вот, например, лонги у нас когда были? 13 октября. Так вот сильно побриты. Переходим на график биткоина, 13 октября. Ну вот он у нас такой вот вертолет был. Вниз вынесли, наверх вынесли. Ну то есть и тех брили. Но однако же лонгистов сбрить сильно не удалось. Вполне возможно, объемов здесь и не было достаточно для того, чтобы превысило предыдущие значения. А вот шортистов вполне достаточно. То есть их тут выгоднее выносить. Это говорит о том, что вероятнее всего можно в ближайшем будущем увидеть еще один вынос наверх. Еще одна статистическая метрика — это у нас профит. Предложение биткоина, находящееся в профите. На данный момент все остается без изменений, примерно половина, 49,19% сейчас находится в профите, а все остальные в минусе. Быстренько пробежимся по данным метрикам. Сетевые нереализованные профиты и потери. Находимся по-прежнему в зоне капитуляции, недостаточно сильно мы вышли из этой зоны и обратно провалились. Здесь все без изменений. Инструмент инвестора. Видим, что находимся на самом низу. Похожая ситуация была у нас и в 2012 и в 2015 году и в 2019 году. Данное снижение очень похоже вот на эти моменты. То есть на истории мы видим, что если набирать
примерно на этих уровнях, в долгосроке это принесет хорошую прибыль. Индикатор Powell Multiply также находится внизу, но здесь примечательно то, что если приблизить вот так вот ситуацию локальную, то мы видим, что лои продолжают повышаться, и в целом данная метрика пытается выйти из зоны накопления и направиться наверх, что, конечно же, хороший сигнал для роста. P-Cycle топ-индикатор также приближается к индикаторной линии, цена имею в виду. Сперва покажу, вот, например, в 2019 году, когда мы ее пересекли, направились сразу же наверх. Сейчас аналогичная ситуация, похожая ситуация. Подбираемся вплотную к этой линии, и вполне после пересечения можно ожидать рост. MVRV. Данная метрика находится также внизу, и, как было уже сказано, набор на данных ценовых уровнях исторически показывал нам, что было это сделано не зря. Через несколько месяцев уже был профит. Ну а если смотреть в долгосроке на несколько лет, то достаточно сильный рост и хороший профит. Еще парочку индикаторов из этой серии. Коэффициент, реализованный коэффициент долгосрочных держателей также находится внизу. Все то же самое, как и на предыдущих метриках. Неплохая возможность здесь набирать долгосрочную позицию. Аналогичная ситуация и на резервном риске. Наверх мы никуда не вышли, а наоборот пролились так сильно, как это не было еще никогда. На всем этом деле продолжают люди сливать в минус. Вот эти вот нижние столбики показывают нам, что распродажи идут в убыток. Люди предпочитают вот здесь на дне не закупаться, а закрываться в минус. Парочку новостей, которые также важны. Первое — это Tesla. У нее вышел вчера отчет, и из которого нам стоит здесь понять только то, что биткоин компания не продавала, но и не покупала. То есть продолжает удерживать. При этом, как сообщается в этой новости, средняя цена покупки составляет в районе 34 тысяч долларов примерно. То есть сейчас Tesla по биткоину находится в просадке, но продолжает удерживать. Это относительно хорошо, то есть компания не разуверилась, продолжает держать биток. Что касается России, здесь уже весь год пытаются как-то зарегулировать крипту, все что-то добавляют на обсуждение, убирают, и вот опять в очередной раз Госдума России отклонила законопроект о майнинге криптовалют. Данный законопроект был ерундовым, не понравился он Государственной Думе. Если, конечно, брать смысл того, почему он не понравился. Госдума и правительство России хотят, чтобы майнинг, первое, это был узаконен, они его как бы запрещать не хотят, они хотят с него поиметь денег, хотят увеличить бюджет за счет майнеров, но при этом хотят усидеть на двух стульях, сделать так, чтобы намайненная криптовалюта не была средством платежа. Ну, то есть вы что-то майните, но мы не признаем это тем, что можно было бы продать. То есть вы майните, а продавайте где-то в другом месте. Но как с этого поиметь налоги, они не понимают. Поэтому ждем новую версию. Говорят, что до конца года они все-таки что-то надумают и придут к какому-то консенсусу. Давайте посмотрим график биткоина. Удивительно, не было у меня практически месяц, но биткоин все на тех же уровнях, и разметка практически не поменялась. Да не практически, она вообще не поменялась. Также у нас здесь заходной импульс, также мы находимся в коррекции, дно мы не пробили, поэтому менять здесь особо нечего. Пока мы не пробиваем вот этот лой, данная разволновка остается в силе. При росте первая целевая зона — это предыдущий пик. Если будем развивать импульс, то нас ждет еще волна 3, 4 и 5. Пока об этом говорить рано, но и прогноз этот убирать нельзя, потому что он еще не отменен. Нет пробития вот этого лоя на уровне 17500 примерно. Давайте посмотрим еще эфириум. Здесь аналогичная ситуация. Пришли мы в рамках коррекции вот к этой сильной проторговке. Прямо в уровень здесь ударились, держимся, откупили. Неплохую свечку нарисовали дневную, это 13 октября. И также здесь аналогичная ситуация, аналогичный прогноз. Первая цель роста — это предыдущий пик в район 2000, а прогноз отменится, если мы пробьем лой на уровне 860. Кстати, давайте посмотрим по биткоину, какие объемы были проторгованы. И здесь есть интересная штука. Если смотреть объем вот этого импульса, то здесь вертикальных вот таких вот, точнее горизонтальных объемов особо-то и нет. Но если натягивать вот эту штуку на все последнее движение, то вот они объемы. То есть вот в этой части проторговано офигительное количество объема. Что это за может быть объем такой? Я предполагаю, что это объем в лонг. То есть здесь набирают лонги. Идет стадия накопления, после которого, по моему прогнозу, должен быть рост. Но справедливости ради, те прогнозы, которые я озвучивал и в предыдущих роликах, по-прежнему актуальны. То есть мы еще раз можем здесь обновить, еще раз сделать перелой, и будет это уже не ABC, а тройка перенесется сюда, это вот сюда, А сюда, Б у нас с перехаем, и С, так как это будет у нас уже не коррекция в зигзаге, а плоскость,
С у нас должна быть 5-волновой, и как раз таки будет дорисована 5-я волна. Пока это я оставляю как резерв, так как дно мы еще не пробили. Оставляем прогноз прежде. Но если так посмотреть на альты, кто-то из них показывает уже рост неплохой. Вот, например, EOS, давайте посмотрим, плюс 6% в моменте. Что у нас здесь? Опять вернулись на уровень, который ложно в прошлый раз пробили. Первое, второе касание, третье касание. И сейчас мы снова опять вернулись сюда. Посмотрим, как цена отреагирует, но большая вероятность, что отсюда мы также можем сформировать отскок наверх. По EOS, думаю, шанс поймать лонг здесь неплохой. Еще какую монету глянуть из тех, кто у меня здесь? Ну, давайте в другой раз, или пишите в комментариях, может еще что посмотреть. Будет время, еще выйду. Сейчас у меня не особо, так сказать, удобное расположение записи видеороликов, но я думаю, справимся. Всем удачной торговли, счастливо!